Всем огромный привет! Рада вас приветствовать на своем канале. А я сейчас в Анапе. Снимаю вам новый вязовлог. Решила вам показать кусочек совсем Анапы, кусочек морюшка. Не буду спускаться туда. Сегодня же уезжаю. А у нас каждый год открывается ярмарка Арт-Авеню. Может быть, кто слышал, кто знает. И сейчас хочу дойти посмотреть, какие мастера вышли поработать. Потому что в этом году у людей, приезжих, отдыхающих, практически нету. Может, там 1%. Потому что в этом году в море купаться запрещено со стороны Анапы. Вот. Совсем пусто. Обычно в это время здесь постоянно гуляет народ. Но мне нравится, когда нет толпы, свободное перемещение по улицам, никто не толпится, никто не ругается. В общем, идем вот гулять. Сейчас я дойду вам и покажу поближе. Никого нету. Людей вообще нету никого. Просто пусто, жалко. Ну, хотя ярмарка бесплатная, все равно тратишь время на материал, на изготовление, стараешься, чтобы был ассортимент. Но, к сожалению, в этом году, получается, не очень повезло. А что поделать? Как бы есть люди, приезжают в санаторий, лечатся. Ну, не так много, конечно. В прошлом году, ну, вообще тут очень хорошо можно было заработать. Всем огромный привет! Рада вас приветствовать на моем канале. Так, хочу продолжить свой вязовлог и показать вам сначала готовые игрушки и мастер-классы, которые у меня вышли в группе ВКонтакте. Я на канале YouTube, ну, вообще видео не анонсировала, не показывала, потому что вязовлоги не снимала. И теперь хочется восполнить этот момент и показать, какие игрушки и мастер-классы есть у меня в группе. Связался у меня вот такой вот щенок-далматинец из серии игрушки по одной схеме. Кто новенький, кто не знает, у меня большая серия маленьких игрушек по одной схемке разных видов, разных зверят, также и из мультиков герои. Поэтому, кому интересно, проходите ко мне в группу ВКонтакте и вяжите с удовольствием. Игрушки очень хорошо подходят для малышей. Удобный размер 13 сантиметров игрушка получается. Вяжу крючком 2,25 кловером. Вот. И все из полухлопка. Некоторые игрушки, как чебурашка, беззубик, например, есть. Девочки вяжут, ну, также и я вяжу для заказа очень часто из тонкого полуплюша. Они получаются в размере 20-22 сантиметра. А если из толстого плюша, то получается около 30 сантиметров. Поэтому, кому интересно, жду вас у себя в группе в гостях. Так, ну, в целом, глазки здесь 8 сантиметров. Носик пластиковый я приклеила. Маленькие, по-моему, 8 миллиметров на 6, если я не ошибаюсь. И вяжется очень легко и просто. Пятнышки я вывязывала произвольно, как получится. И просто делала симметрию, может быть, на ушках. На ушках я просто вышивала. Вот. Так, дальше получается у меня следующий мастер-класс. Это нашумевшие игрушки Лабубу. В мастер-классе я их назвала пушистый монстрик Бубу, ну, чтобы не попасть под авторство. Но, по-моему, я уже показывала в другом видео, но продублирую. У меня в мастер-классе есть в розовом формате, там глазки немножко другого размера. И голубенькие тоже здесь 9, а в розовом 10 миллиметров. Вот. Розовенького уже купили, у меня нет наличия, остался голубенький. Тоже есть в группе ВКонтакте. Так, а дальше у меня, получается, был заказ на кота Матроскина. Попросили связать в размере 20-25 сантиметров.
Я, конечно же, связала котика, отправила заказчику. Заказчик сказал, что ему все понравилось, но потом заказчик куда-то потерялся, может, забыл или еще что-нибудь. В общем, котик остался у меня в наличии. А вот так вот. Вязала его практически произвольно, ничего не записывала. Ну, такой вот у меня Матроскин получился. Может быть, ближе к Новому году я соберусь с мыслями и сделаю мастер-класс, но это в мыслях. И посмотрим, как будет время. Потому что перед новогодними праздниками всегда времени очень мало и заказов очень много. Камера немножко низкая висит, неудобно показывать полный рост, но так в целом, я думаю, будет понятно, как игрушка выглядит. Так, дальше, что у меня есть? Также у меня вышел платный мастер-класс на новый держатель для пустышек. Я связала держатель для пустышки в виде мишки и зайки. Плюс к зайке идет еще погремушка. Вот. Мишка также связан с полухлопка крючком. Вяжу номер 2, исключительно держатель для пустышек. В мастер-классе показан и как вяжется маленькая шапочка, сам мишка и сборка, как собирается. Ничего сложного здесь нет. Также и зайка. Зайка с длинными ушками, с ножками. Ушки можно по-разному выставлять. По этому же мастер-классу я связала зайку из пушистой пряжи. Это Фиеста, так же как и был связан монстрик. Вот так вот у меня ушки сложены. Бантик я просто приколола, еще не успела пришить. Но в целом зайка получился миленький, пушистый и очень красивый. Это вот один и тот же мастер-класс. Так, и к этой же погремушке, к этой же держателю я связала погремушку. Вот так вот выглядит погремушка. Ушки у нее длинные, можно сделать шуршалки. Я не делала, потому что у меня не было на данный момент пакетика для запекания, в основном сейчас делают. Но можно сделать и шуршалки. Погремушка звенит хорошо. Тоже ничего сложного. Все показано в мастер-классе. Вот это один мастер-класс, все входит в одну сумму. Мастер-класс стоит 350 рублей, но если вы пришли с YouTube, то пишите «Хочу приобрести мастер-класс», код для скидки 30%, просто YouTube, чтобы я могла понимать, откуда вы пришли. Так, ну давайте дальше тогда продолжим, над какими заказами я сейчас работаю. Так, у меня получается корзинка из полухлопка. Я буду вязать погремушки. Эти погремушки я вяжу уже давно. Я сотрудничаю с девушкой из Москвы, грубо говоря. Она собирает бэби-боксики. И она заказывает однотипных погремушек. Они все одинаковые, без утяжек. Просто обычные, без всяких украшений и узоров. Так, двух мишек я уже связала. Я вяжу сейчас зайчиков, пока связала колечки. Ой, колечки, божечки, я уже все заговариваюсь, либо то, что долго не снимала, путаю все и на свете. Я связала уже 2 головы для заек, пару ушек. Вот. И хочу вам показать буковые колечки, какие я использую. Я их использую тоже давно, закупалась очень много. И у меня еще, наверное, хватит очень надолго. Это размер 69, хотя указано было 7 сантиметров, но я 69 миллиметров получаю. 69-68. Так, закупалась я оптом. Если кому интересно, я ссылку скину. Напишите ВКонтакте, я вам скину ссылку, где я закупаюсь. Там оптовая покупка, по-моему, раньше было 10, сейчас, по-моему, изменили на 5. Там и бусинки есть буковые, также бусинки есть и можжевеловые. В общем, кому интересно, пишите. И хочу показать, какие погремушки я использую, гремелки я использую в погремушках. Вот. Если вы еще не устали покупать дорогие погремушки, которые беленькие, я делаю их самостоятельно. Звенит очень хорошо. Шарики я эти также покупала на Валбересе. Тоже недорого выходило, около 100 штук.
И просто здесь бисер, бусинки разных размеров. Ну, в целом все слышно прекрасно. Все хорошо, мне нравится. Я уже давно ими пользуюсь и буду продолжать ими также пользоваться. Так, ну что, такие вот у меня дела. И, наверное, напоследок этого подключения покажу вам, над каким мастер-классом я работаю. Этот мастер-класс тоже затянулся, но я его практически заканчиваю, потому что заказы были большие и много, и немножечко все затягивается. Этот мастер-класс вы уже видели, и показывала, и рассказывала, и в группе, и видео снимала. В общем, это также держатель для пустышек в виде жирафиков. Я уже практически заканчиваю его оформлять. И в ближайшем будущем ВКонтакте появится пост «Ищу 2 мастериц для тестирования». Мне нужно будет 2 девочки-мастерицы, которые смогут протестировать. Одна девочка будет вязать мальчика, а другая девочка будет вязать жирафика девочку. Естественно, мастер-класс будет отправлен полностью, как и девочка, и мальчик, просто чтобы было понятно, как оформлять девочку, как оформлять мальчика. Я уже практически закончила, но тут осталось пришить детальки, сфотографировать и отредактировать отредактировать мастер-класс и выпустить пост. Вот. Так что, кому интересна эта тема тестировать и кто уже имеет опыт в тестировании, то можете, кстати, заранее написать, но все равно пост выйдет. Буду смотреть девочек, я буду смотреть работы ихние, кто как вяжет. Мне главное, чтобы плотно вязали крючком, крючок номер 2. Вот. Потому что вязать крючком больше, то игрушка получится большая и не пропорционально будет выглядеть как для держателя для игрушки. Будет очень большой. Так что имейте в виду. Буду вас ждать. Так, ну на сегодня все. 10 минуточек я отсняла. И до следующего подключения. Пока. Огромный привет! У нас уже вечер. Я хочу вам показать готовые результаты. Сразу извиняюсь за качество съемки, но как успела довязать заказ, сейчас 8 часов и побегу сразу на отправку. А здесь у меня только одни погремушки. Я такие и погремушки уже вязала, показывала. Это повторки. Я их вяжу постоянно. Заказчик заказывает одних и тех же. Только в этот раз заказала чисто для мальчиков. Попросила, чтобы воротнички были не сильно яркие, не сильно темные, а таких в нежных тонах пастельных. Вот. Зайчиков у меня 5. И 2 погремушки в виде мишек. Вот. Здесь как бы ничего нового не увидите. И в подарок я положила такой вот набор всяких разных бусинок обвязанных. Она также собирает боксики, держатель для пустышек и всякие грызунки. Вот положила ей в подарок. Так, ну в целом все, что я хотела вам показать, я вам уже показала. Свой отчет, игрушки связаны, все отправила. Все, сейчас побегу на отправку Яндекс.Дзен. На отправку Яндекс.Маркет. Вот, так что всем пока-пока. И когда приду, буду готовиться уже к новому вязовлогу, к новым проектам, к новым заказам.